Как вы себе представляете брежневский застой? Пропаганда, нехватка продуктов на полках, подконтрольные СМИ, постоянные санкции, тяжелые отношения с миром и невозможность выехать из страны. В общем, серое уныние. Но даже в самые темные времена наступают светлые пятна. В нашей истории таким пятном стала Олимпиада 80. Сегодня мы узнаем, как провести Олимпиаду в СССР во время Холодной войны, когда весь мир против тебя. Кто вывозил людей из Москвы прямо перед Олимпиадой? Почитаем газеты бойкотирующих игры стран, узнаем, как мы чуть не лишились Олимпиады, посчитаем, сколько СССР потратил денег и поймем, что Олимпиада в Москве – это преемница Олимпийских игр в нацистской Германии. Ну что ж, давайте разбираться обо всем по порядку. Что такое Олимпиада? Праздник спорта, золотые медали, борьба за каждую секунду и сантиметр. Новые чемпионы, 4 года упорных тренировок, чтобы показать, на что ты способен всему миру. Хорошо, но что значит Олимпийские игры для целой страны? Подготовка длиной уже в долгих 6 лет. А после все. Теперь твоей стране надо показать, на что она способна. И ошибок тебе лучше не допускать. Ведь полмира – это твои враги. Ну что ж, тогда нам надо собираться. Ведь скоро у нас будут гости. Правительство СССР не интересовалось Олимпийскими играми довольно долго. У молодого государства и так хватало своих проблем. Так что дебют Советов состоялся только в 1952 году. В чудном городе Хельсинки, что сразу же привело их к триумфу. Ведь в медальном зачете СССР на первых же своих играх заняла 2-е место. Впереди только вечный враг – США. А потом пошли уже и первенства. 2 Олимпиады подряд СССР держал марку лидера. Как же после такого триумфа не решиться не просто участвовать, а быть организатором всех игр? Также подумали и спортивные чиновники. И сразу после первой Олимпиады в 1952-м подали клич в ЦК КПСС с просьбой рассмотреть возможность проведения игр 1964 года в Москве. Эту идею восприняли на ура. Ведь сколько это даст политической пользы, понимали все. Но когда бухгалтеры сели считать бюджеты, то глаза начали перемещаться на лоб. Еще одним фактором стал Международный Олимпийский комитет, далее МОК. Для хозяек Олимпиады он выставляет свои условия. У Советов было много проблем с ними, начиная от нехватки спортивных сооружений и заканчивая нежеланием приглашать на игры страны, с которыми у СССР были тяжелые отношения или их вообще не было. Поэтому, недолго думая, в ЦК КПСС заявили: Москва не готова принимать Олимпийские игры. Затем к этой идее еще не раз возвращались. В 1963 году был получен отказ от Хрущева, ведь он был занят больше космосом и кукурузой, чем Олимпийскими играми. Тогда эту идею поддержал только Леонид Ильич. Заявка на 1965 год была уже одобрена самим Брежневым, и все было готово. Но этот мегапроект застрял в партийных кабинетах, и СССР просто не успели подать заявление, как хозяйка будущих игр. А вот заявку на 1976 год подать все-таки успели. Несмотря на весь оптимизм, витавший в стенах ЦК КПСС, наша кандидатура проиграла. Олимпиада отправилась в канадский Монреаль. Да что же это такое? На самом деле, все, что творится в кабинетах МОК, это огромный бюрократический ад. Сначала одобрение надо получить внутри своей страны у НОК, затем получить международное одобрение уже у МОК, только после чего твою кандидатуру начнут рассматривать всерьез. А теперь тебе еще надо выиграть все туры голосования. На последнем туре нас и обскакала Канада. После столь обидного поражения советские чиновники восприняли это очень болезненно. С этого момента к играм относились как к своему долгожданному первенцу. Была проделана огромная работа. В Москву приглашались знатные представители МОК. Новый президент, лорд Майкл Моррис Киланин, вообще стал большим другом всему Советскому Союзу.
В 70-х была поставлена главная задача – найти больше друзей на мировой спортивной арене. Поэтому на протяжении ближайших лет до решающего часа Советский Союз занимался их поиском, итогом чего стало 37 новых спортивных друзей из стран Азии и Африки, чьи голоса нам еще понадобятся. На календаре уже 1974 год, и сейчас в Вене происходит что-то интересное. Часы пробили 11 часов 14 минут утра, и двери закрылись. За ними сидит Олимпийская комиссия, которая решает судьбу Олимпиады 80. Выбор идет между двух лагерей. На одной чаше весов американский Лос-Анджелес, а на другой советская Москва. И после продолжительного голосования весы все-таки качнулись. 22-е Олимпийские игры проведет город Москва. Советский Союз ликовал. Олимпиада в Москве, по замыслам всех руководящих лиц, должна была стать не просто местом очередного спортивного мероприятия. Была поставлена четкая задача. Москва к Олимпиаде должна стать социалистическим раем, витриной для пропаганды советского образа жизни. А иностранцы, которые приедут на игры, должны, посмотрев на эту витрину, увести с собой главную мысль. Социализм – это хорошо. Для этой цели город подготавливали 6 долгих лет. Было очень много всего. Построено около 20 спортивных объектов. Новый, современнейший терминал аэропорта Шереметьево-2. Был открыт новейший телевизионный центр. До него в стране было всего 3 телеканала, а после уже 21. Строили много гостиниц, а также с нуля была построена Олимпийская деревня. Проложены и отремонтированы дороги. Закуплена новая импортная техника. И тут появляется вопрос, сколько это стоило? Конечно, сколько было потрачено на все это, точных цифр вам никто не даст. Но поверьте, это очень немалые деньги. По предварительным подсчетам, эта сумма должна была составить 360 миллионов, но в ходе подготовки она была раздута до 860 миллионов советских рублей, что еще сыграет свою роль для Советского Союза. А на современный пересчет эта сумма составляет 215 миллиардов рублей. То, конечно, цифры приблизительные. Для понимания, вот траты Олимпиады в Париже в 2024 году. Готовы? 1 триллион рублей. У власти сверху была огромная боязнь, что что-то пойдет не так, и не без оснований. О чем это я? В головах у всех сотрудников оргкомитета была свежа история Олимпийских игр в Мюнхене, где произошел теракт. Палестинская террористическая организация взяла людей в заложники, и многие пострадали. Советская сторона не хотела такого, поэтому нашими милиционерами была проделана огромная работа. Олимпийская деревня стала маленьким, но очень защищенным островком. По периметру патрулировали милиционеры, а попасть туда могли только спортсмены и журналисты со специальными пропусками, получить которые надо было еще постараться. Советский человек не мог у себя дома держать огнестрельное оружие, да и кому оно было надо. Но перед Олимпиадой была проведена специальная операция, в ходе которой по всей Москве у людей забрали, только вслушайтесь, 290 тысяч патронов, 965 гранат, 13 самодельных взрывных устройств и 160 единиц сворованного огнестрельного оружия. А ведь этим всем могли воспользоваться заговорщики. Самая известная история советских милиционеров о Олимпиаде – это, конечно, история 101-го километра. В конце 70-х годов по улицам Москвы прошла масштабная акция. Из города вывезли всех нежелательных личностей. За 101-й километр отправились бывшие уголовники, наркоманы, проститутки, бомжи, тунеядцы и члены политических движений, которые выступали против правительства СССР. А на лето 80-го года был ограничен въезд в саму Москву. В городе ожидали 150 тысяч иностранных туристов и до 200 тысяч советских, не считая олимпийских сотрудников. Правительство просто побоялось, что в городе не хватит места. Все мы знаем эту фразу «спорт вне политики». Но так ли это? Скорее, это больше риторический вопрос.
Переместимся за полгода до Олимпиады. В Москве обычный пасмурный день. С утра на термометре показывают минус 15. Ничего не предвещает беды. Оргкомитет должен работать в штатном режиме. Но есть нюанс. И этот нюанс зовут Игнатий Новиков. Председатель оргкомитета Олимпиады 80. Какой-то он совсем нервный. В то же утро он кому-то позвонил. Это же удар по Олимпийским играм. В ответ было лишь: для нас сохранить Афганистан в том виде, в каком он должен быть, существенно важнее, чем ваши Олимпийские игры. Да, это был звонок в ЦК КПСС. Как вы уже поняли, это было утро 25 декабря 1979 года. День, когда СССР ввел войска в Афганистан. Весь оргкомитет стоит на ушах, а на календаре уже 1 января. На мировой арене происходит встреча стран НАТО, на которой правительства США, Великобритании и Канады говорят о необходимости бойкота Московской Олимпиады. СССРу был объявлен ультиматум: либо вы выводите свои войска из Афганистана, либо весь западный мир не едет к вам на Олимпиаду. Тогда же на собрании МОК тоже был поставлен вопрос о отмене и переносе Олимпиады из СССР. Но помните, как Советы искали себе новых спортивных друзей? Перевесом в голосах было принято следующее решение. Организатором 22-х летних Олимпийских игр остается Москва. Вот так мы чуть не лишились Олимпийских игр. Но это еще не конец нашей истории. Под давлением Джимми Картера, американского президента, на свою партийную администрацию США заявила о своем отказе в участии в Олимпийских играх. Ее также поддержали в основном страны Западного блока. Канада, ФРГ, Япония. Общее число стран, бойкотирующие игры 80, перевалило за 60. В том году США провели свою Олимпиаду, куда приехали только бойкотирующие страны. Такое еще повторится. В 1984 году на Олимпиаду уже не поедет СССР, и теперь она будет проводить свои игры. Но это уже другая история. Слушая все это, мы понимаем, что ставки были и так очень высоки. Времена холодной войны продолжались. Спортивные чиновники и до этого знали, что ошибок эта Олимпиада не простит. Но после 25 декабря и ввода войск в Афганистан ставки стали в 10 раз серьезней. Олимпиада шла 2 недели, и это были самые жаркие недели во всем Советском Союзе. Но не можем же мы рассказывать эмоции, которых сами не испытывали. Поэтому в этом нам помогут газеты тех времен. СССР должен получить высшую оценку за мастерство своих спортсменов и организаторские способности. Но советские лидеры не достигли главной политической цели – сделать Москву на 2 недели столицей человечества. Игры запомнятся прежде всего радушным гостеприимством хозяев. Русские устроили званый ужин, который Лос-Анджелес не сможет повторить через 4 года. Летние игры резко контрастировали с зимними в Лейк-Плейсиде, США, где царила вопиющая неэффективность практически во всем, от общественного транспорта до продажи билетов. Мистический патриотизм в СССР может показаться западным людям необъяснимым, но это важная часть советской психологической реальности. Он подкрепляется тем, что советские граждане не способны сформировать целостное представление о мире за пределами их собственных закрытых границ, поскольку у них нет доступа к информации. В этих условиях Кремль, несомненно, одержал внутреннюю победу. Русские заслуживают похвалы за то, что выполнили все обязательства, возложенные на них МОК, пишет английский корреспондент, но тут же рассказывает о жгучем желании вернуться домой. Бойкот не достиг того успеха, на который изначально надеялся президент США Джимми Картер. Даже если он и разозлил советское правительство, он не смог испортить игры. Самое ценное, какую бы мы с вами газету ни читали, все они написаны журналистами стран, стоявших в первом ряду бойкота игр в Москве. Что мы имеем в итоге? Бойкот не удался. Олимпиада состоялась. Советский Союз выполнил свою главную задачу в виде пропаганды советского образа жизни.
А знаете, с чем это можно сравнить? С еще одной Олимпиадой. Давайте переместимся в прошлое. 1936 год. Берлин. Цель Третьего Рейха – пропаганда режима и демонстрация своего превосходства. США бойкотируют Олимпиаду, но в последний момент решают участвовать в ней. Нацистская Германия делала все возможное, чтобы показать свой режим с наилучшей стороны. На время приезда сотрудников МОК Берлин становился абсолютно другим городом, где не существовало антисемитизма, трудовых лагерей, преследований и истреблений меньшинств. В общем, Олимпийский комитет попадал в райское место. Но это история, а не сказка, поэтому сразу после Олимпийских игр страна вставала на протоптанную дорожку, и к чему это привело, мы уже давно знаем. Но к чему это я? Помните, я спрашивал у вас, спорт вне политики? Когда-то так и было, но Олимпиада в Москве стала преемницей Берлинских игр, по большей мере из-за впервые появившейся в спорте политики. Олимпийские игры в Москве стали неотъемлемой частью нашей истории, и их уже никуда не выкинешь. Эта история не о том, кто плохой, а кто хороший. Ее смысл куда глубже, и пусть мы будем помнить свою историю. Это была очень личная для меня история, и я хотел, чтобы вы увидели ее со всех сторон. Для этого я оставил ссылки на материалы в описании под видео. Если вам понравился мой рассказ, то поддержать канал вы можете лайком и подпиской. Ну а я скажу вам до новых встреч! До свидания, наш ласковый Миша. Возвращайся в свой сказочный лес.